Ну что ж, смотрим, что нам Марк расскажет про обновление по Necropolis. Лига 3.24. Ну, поехали. P2 был пок, а P1 холодная плоть. Мертвяки. Прочая нечисть. Наша задача — держать их под землей. Это твоя первая ночь. Так что тебе понадобится это лампочка. Мегалампа у нас в руках. Монстры атакуют. Мы стреляем. Много фиолетового. Графон наваливает. Мы научимся разбираться в душах мертвых. Как изменять их. Встреть меня в Некрополе. Ты можешь убивать и получать блестяшки. Но можешь идти за чем-нибудь более величественным. Мне нужен копатель могил. Кто готов раскопать могилы? Тир 17 мапки. Опа. Множество деревьев атласа. Опа. Изменение скарабов. Пенультиматум босса. Это в Хейсте? Это в Санктуме. Тук-тук. Работа тяжеленькая, но платит неплохо. Чё думаешь? Чё думаешь? Рассказывай. Встретим Арамора. Мужик, который собирает утерянные души по загадочным причинам. Эти души раскиданы по всему Рекласту. NPC даст нам лампу, которая позволит захватывать мобов. И мы будем заряжены. И будем... заходим в локу, выбираем, смотрим, какие... Короче, при входе в локацию мы выбираем, какие бафы на какие типы монстров будут накинуты. Когда наводим, мы видим более подробную информацию, насколько часто мы встречаем монстров. И мы можем поставить более сложные моды на более редких монстров и наоборот. Таким образом вы сможете контролировать, по вашему желанию, сложность лик-механики. Также есть разные тиры сложности духов, которые висят на мобах. Они помечены римской цифрой. Чем больше цифры, тем сложнее. Плюс есть дополнительное описание при наведении мышки. The mod that increases a pack's damage for every monster killed has no effect on packs with a single monster, like a Devourer. However, if we found a spirit that makes есть моды, которые влияют на паки монстров, но не влияют на монстров одиночных, либо наоборот. Поэтому знание игровых механик будет полезно. Также будут указаны типы урона и обилки основные, которые монстры используют. Моды на лампочки будут обновляться каждый раз в несколько минут, видимо.
Firstly, not all the spirits are malicious. Sometimes the monsters aren't haunted at all, but are instead devoted. Иногда можно встретить мод Devoted. Increased experience, or bigger rewards like spawning the nameless seer, an NPC that will grant you a single unique item. То есть, по сути, моды положительные. В частности, вот Nameless Seer, как в этой лиге будет. Чем больше мы убьем монстров в одной локе с духами, тем больше вероятность, что в следующей локации мы встретим Devoted моды, которые дают бафы. И это позволит очень сильно контролировать соотношение сложности к наградам. Вторая награда — это Unresolved Anguish. Это ресурс, который мы собираем, призывая NPC. Мы собираем трупы и закапываем их. Допустим, мы закапываем Китава Геральда. А дальше у нас есть книжечка с рецептами. То есть чем-то похоже на бестиарий. These boots are useful for my character, but aren't exactly what I hoped for. And this is where the Necropolis crafting system больше кастомизацией. You'll have noticed that the corpse we collected earlier had a crafting effect on it. In fact, all collected corpses do. Каждые трупы, которые мы собираем, имеют крафт-эффекты различные. All adjacent corpses can be exercised at once to create one item. Соответственно, можем объединять множество крафт-эффектов на один предмет. Например, я буду создавать ботинки с увеличенным шансом, с модификатором скорости, базу с Evasion выбираем, и мод, который позволяет увеличивать шанс получить более хорошие роллы. И крафтим. А это кайф. По сути, просто мапки с дополнительными наградами, плюс крафт в свободное время, когда мы насобирали. Ну, короче, там топки получше получились. Можем все кладбище использовать для того, чтобы скрафтить один очень крутой предмет. И мы надеемся увидеть очень мощные грейвкрафты. Также есть метакрафт, модификаторы. Шанс на дроп дополнительного предмета. И... You can also craft new unique items exclusive to the Necropolis League using this system. As you explore Rayclast, you might find the corpses of famous Eternal Empire families. And when you bury an entire family together and exorcise them, they will thank you with a unique specific to their lineage. Из известных семейств, так сказать, которые будут давать нам уникальные предметы или механики. Например, вот пояс. Пояс, Flask Effect Duration, 60 Reduced Effect. У нас будет время посмотреть. Также джуэлы. Например, в радиусе плюс 5 лайфа, допустим. The stats it adds are randomly generated, but you can bias it towards a specific type by using other crafting effects,
Кайфовые. which increases the chance of getting life modifiers. Let's see what we get. Так. Делаем себе новый джуэл. Damn. We didn't get it this time. Эх, I guess we're gonna have to go не and collect more свезло. corpses. Of course, you can trade the corpses away to other players. Также All можем you need to do торговать is purchase empty coffins from the трупаками. Undertaker and use them on your Покупаем corpses in the пустые morning, гробы, which will idle. запаковываем и продаем. Another торговля item in the гробами. Necropolis League that you can find Так. are Embers of the All-Flame. Эмбер These are monster spirits the that All-Flame. remain living in the All-Flame. — это духи, которые остаются живыми You can set them free by placing them in the Lantern of лампе. Aramor and defeating them. These embers drop throughout Rayclast as itemized packs of monsters. You are able to use these packs to replace the packs in areas. For example, we have Так, found this all-flame нашли ember of Tarfoa. пак монстров. We can now go to enter the Теперь next можем area пойти в and следующую replace локу one of the monster packs in и here. один из типов монстров See, we заменить have на... also gotten one of the devoted modifiers to appear. We can pair up the Karui ancestors with this modifier, making them even more rewarding. Заменить на Let's go ahead and имеющийся. replace the tentacle miscreations. Так, However, when replacing packs, you want to double-check their density, as the new pack will inherit the density нужно of the обращать внимание на replaced pack. плотность паков при этом, The Karui чтобы на них ancestors более we have now плотные added to our мобы. area can even drop basic variations of tattoos. Ого! И это один из способов получения татушек. Вау! Есть много типов таких оптимизированных паков. Дают сплинтеры, бричей, экспу, лягушки. Лягушек давно не было. Это ностальгически. Ну и плюс у нас будут спектры. Let's discuss how this league works in in-game maps. Как работает на картах? Each in-game map will allow you to Каждая мапка. manipulate it using the lantern on the map device UI. However, instead of randomly cycling every few minutes, it is fixed to that map. Фиксированные мобы для конкретной карты. From the map device, so you can't trade that map away now that you've seen it is too difficult for you, or has monsters in it that you'd rather avoid, like porcupines. Типа нельзя вытащить и продать эту карту после того, как мы посмотрели, что за мобы. То есть мы ее запускаем по-любому. И будут кластеры, которые лиг-механику смогут изменить по углам. Просперус Вагер. Все трупы в Зофингуш. Получить дополнительный мод. То есть получается здесь мы сможем выбирать по ходу как бы разные крафты. Так. Что про уберов? Currently, the only way to access these bosses is by allocating specific keystones on the Atlas. Сейчас мы можем только к ним пройти с помощью спеков в Атласе. Ну и, соответственно, да, не нравится, что проходки, стоимость проходок зависит от стоимости лута на уберах. Плюс сложность между Пиннаклом и Убер-Пиннаклом был слишком большой. Many players would give up on their characters before being able to defeat the Uber Pinnacle bosses. In 3.24, we will be making some changes to this. Делаем изменения к Уберу. Убираем кейстоуны. Так. Новые фрагменты, ура! Новый тир карт. А эти фрагменты падают в тир 17. Они падают не только для того, чтобы дать... Новые боссы, убер-монстры, новые тиры модов. Уф. 5 новых тир 17 карт.
парочку покажем сегодня, остальные мы должны знать. Цитадель карта. Древние Калгуруны. Много экспедишн мобов. Убер Утред, ой. Ну, и он может спавнить 2 других боссов. Вау. Блин, это круто. Утред очень красивый босс. Фортресс карта. Крепость. Боссы из Хайста здесь будут. Каждый из этих боссов имеет шанс дропа уников. Катарина. Саби с мобами. И будет много реворд. Ого, 4 без сокета. Плюс 2 миньон джемс. И доп спектр за каждый гасли. Вау. Мана Шторм, это интересно айтем. Раза много дэмэджа будет давать. Раза больше. И мана статы. Ну да, только задеванить надо. Кек. Alongside adding Tier 17 maps, we have also changed the Uber Pinnacle bosses to have completely distinct unique item drop pools from their non-Uber counterparts. Uber drop pool. This means there is a reason to farm both versions. Вау. Let's take a look at the Shaper versus the Uber Shaper. The Shaper will drop these uniques. Shaper дропает это. Тапки, перча, амулет и банк. Whereas the Uber Shaper will drop these. Echoes of Creation, ШлемМaaN, Сублим, перчатки, Starforge и новый уник, пояс, Tides of Time. Recovery, 25 Increased Effect. Uber Eater шлем будет давать Ravenous Passion. И перча, Супер Экзарха. Each of the Uber Pinnacle bosses has a new unique added to their drop pools. We've identified another major problem with the endgame we'd like to address. Еще одна проблема большая, которую нашли. С каждым экспендом мы увеличиваем сложность мапок. Для того, что... It can be easy to forget critical steps, and it can be tiring to repeat them. To solve this, we are removing some systems, but are keeping what is good about them. Что мы не убирают, что нет? Убрали секстанты. Ой, убрали выбор миссий мастеров. И при этом все это поместили, по сути, в скарабы. А также добавили много чего нового. Так, скарабы. Here, we have a scarab that causes beyond demons to spawn when killing monsters in your maps. And here, Скараб на биондов. Скараб на делириум. Найс. Теперь у каждого скараба есть несколько версий. Смотрим на ультиматум скараба. Любимая механика. Просто ультиматум каунтер, понимаю. Дальше. Больше наград. Больше монстров. Больше экспы. Всегда босс. Так. Только каталисты в качестве награды. Вот. Прикольно, что они разные, да? Все каталисты. Все инскрайбд ультиматумы. Найс. И куча других. Если вам нравятся дивкарты, то вот. 10% more дивкарт drops за каждый different favor map. О, прикол. So if you want to try and aim for your mage blood and don't want to just farm Crimson Temple, then this scarab is for you. Прикол. This divination scarab of completion causes your divination cards to have a 20% Дивкарта 20% шанс дропнуться full стэком для максимального дофамина. Короче, много скарабов. И у них больше нету тиров. И они могут дропаться везде. Блин, прикол.
If you want to target specific scarabs, Betrayal has been updated to include most of them, and you will need to relearn which ones. Если вы хотите фармить их таргетно, то это можно будет сделать с помощью битрейлов. It is reducing your capacity for variety. To address this, we have massively increased access to content on the Atlas passive tree. И мы увеличили значительно шанс появления разных лиг-механиков с помощью дерева Атласа. Так. Очень много всего. Теперь все миссии мастеров будут доступны с помощью скарабов. А также миссии мастеров могут прокать на одной и той же карте одновременно. Wandering Pass убрали. Grand Design убрали. И Growing Horse убрали. Но добавили новые. Например, Unwavering, Divine Vessel, Scarabs, что там? Back to Basics. And thorough exploration. And we have added some new notables such as remarkable relics, which allows you to try find better variants of scarabs. И добавили Keystone на увеличение шанса нахождения скарабов более хороших. Эффект модификаторов карт. И таргет фарм скарабов различных. И много-много новых других. Еще у нас больше опций появляется гибкости в выборе контента. И у нас будет несколько вариантов по PMF страт. И слева мы выбираем Слева выбираем, какое дерево мы хотим использовать. Кайф. Очень круто. Очень круто. И кампания. И будет множество небольших изменений и сюрпризов. Сюрпризы. Двеллер. Эссенция. What are these ritual shrines doing in the northern forest? Шрайны в Нортон Форесте. And why are they giving me omens? Дают омены. This device looks safe. I should definitely use this on my items. А? There are plenty more encounters to discover. We'll continue adding more. Короче, лиг-механики в сюжетке будут появляться. Возможно, в неожиданных местах. И новые камни. Сюда. At the time, our aspirations were higher than we could achieve. We planned more gems than we could make. So, in 3.24, we're adding another set of transfigured gems. И они будут еще трансфигур камня. Ice-Shot, Incinerate, Artillery Ballista, Tornado, Elemental Hit, Kinetic Blast, Poison Kong, Summon Holy Relic. Holy Relic. Hopefully those of you who missed your favorite skill having a transfigured variant will get that here. We will certainly be adding more of these in the future. Будем добавлять еще больше в будущем. Of course, we'll also be doing a balance pass on the А также мы пересматриваем баланс имеющихся. It is clear that the in-game potential of the Wander archetype really starts to suffer, mostly in the single target damage department. Например, Kinetic Bolt. Мы добавили новый саппорт гем. 2 виспа. Шанс имеют на использование скиллов. Это используется для вандов. Балдежно. И quality of life. Говорит, это довольно много, говорит. We've added the automation and call to arms skill gems. Automation Being able to trigger и call to armor skill гемы. without having to bind them to left click.
Можно автоматизировать скиллы и орать. Зажимаем Ctrl, зажимаем левую кнопку мыши, и у нас арбы спамятся сами. Ctrl-Shift-клик. А прикинь, ты случайно больше хаосов положил в инвентарь? Да, я не заметил. Взрывы трупов будут более четкими. Всегда окошко будет подсвечиваться при харвест-крафте. Ура! Вал арба будет изменять дополнительные имплиситы и не может стать unaffected. Коррупченные и мирные вещи могут быть идентифайнты. Спринтеры подбираются, когда близко подходите. Пантеоны применяются ко всем персонажам. Реролить Uber Elder фрагменты. Ура! Эшлинг теперь становится крафтом, который в арбе. С помощью вел-арбы. Вел-арбы дропаются только с Катарины. Шанс? Фласки можно крафтить. Дает плюс-минус 10 качества. Удача крафтить на 30 качества своей фласочки, особенно уникальные. Крафт. Амулетов талисман. Бестиария. Хирок теперь будет давать тарелки, и не нужно их фармить, они не будут дропаться, их сразу дает. Вальда. Карта дает скарабы. И суппорт-паки. Ну, тут уже сами решайте, брать это или не брать. Но вообще, выглядит супер красиво. Очень нравится, будем разбираться по чноутах.